Представьте, ночь, рохочет гроза, и в тишине слышится шепот. Ведь я мог стать кем угодно. Каждому знакомо это чувство несправедливости, почему именно моя жизнь оказалась такой, а не другой. Зритель ли вы или главный герой своего фильма, во всех нас сидит эта маленькая такая тайная уверенность, что в другом мире мы были бы кем-то совершенно иным. И этот ролик посвящен исследованию одного из самых коварных ментальных феноменов – это иллюзия нереализованного потенциала. Мы погрузимся глубоко в психологию самообмана и сравнения, сравним взгляды науки, религии и истории и постараемся понять, почему же мозг так жаждет проверить непроявленное «я». Как всегда за разговором заглянем в темные углы сознания и улыбнемся нервным смешком храброго скептика. Но кто знает, чем закончится это путешествие по нашим коридорам, что если бы. Я Сыч, и давайте начинать. Давайте сначала опишем явление. Часто мы сравниваем себя с теми, кто лучше, или думаем, что они были лучше, или что надо было принять другие решения. Западные психологи придумали даже термин Failed Potential Syndrome, что синдром нереализованного потенциала или попросту синдром лузера. Если совсем простыми словами, то это, знаете, мы постоянно видим, что у других-то и трава зеленее, и при каждом нам удобном или даже неудобном случае мы переживаем, а почему у меня нет этого, почему это не я? Наше сознание прямо утверждает, что мы могли бы стать кем бы угодно, если бы мир был бы справедлив и дал нам шанс. Такую мысль можно назвать Lebensneid или жизненной завистью. Как называл еще ее Фридрих Ницше в XIX веке, это навязчивое чувство, что другие живут лучшей жизнью просто потому, что они есть, но не мы. На уроке бытовых примеров мы привыкли мерить успехи чужими достижениями, и, как пишет психологиня Екатерина Игнатова, в обществе принято оценивать себя через призму других. В Олимпиаде, где ты соревнуешься во всех видах спорта, сразу победить просто невозможно. И действительно, ведь человек с внешним локусом контроля стремится во всем винить обстоятельства, а не себя. Поэтому мы вцепляемся в идею «я мог бы быть кем-то другим», когда видим, что у соседа новая квартира, дети в престижной школе и крутой автомобиль. То, что фразу «почему не я» говорит каждая наша больная фантазия, это лишь естественная реакция психики. Ведь, как отмечает автор одной статьи, недостаток настоящей мотивации часто компенсируется фантазиями о несбывшемся, но только представляемом успехе. Да, мы понимаем, что недовольство жизнью часто рождается именно из нереализованного потенциала. Словами других, недостающего ресурса, который мы бы могли внести в мир. Каждый наш «а если бы» не что иное, как попытка защититься от ощущения досады, что мы ничего значимого не сделали. Чтобы понять корни иллюзии, обратимся к социокультурному фону. Сейчас за нас говорят соцсети, это идеальные жизни друзей, идеальные посты знаменитостей, идеальные кадры из кино. И снова шепчем, а почему не я? В детстве мы, может, и жаловались маме, что у Катюши есть кукла, а вот у меня нет. Но взрослые не вырастают из песочницы. Мы по-прежнему сравниваем свои куклы и свои олимпиады с тем, что есть у других. Как шутливо говорится в одной статье, это то же самое, что устраивать маме истерику на тему «у Кати есть игрушка, а у меня нет». Только вместо игрушек теперь Сент-Тропе. Страх упущенных возможностей раздувается медийным хаосом возможностей. Используй каждый шанс, самореализуйся любой ценой. Мы мечемся и уверены, что за нами скрыто великое «Я», если бы мы только сумели его вытащить. В такие моменты полезно вспомнить известное разделение психотерапевтов. Люди с внутренним локусом контроля понимают, что их жизнь уникальна и берут на себя ответственность за происходящее. А внешние привыкли обвинять в своих неудачах родителей, обстоятельства, страну, не ту погоду. Да, конечно, нам хочется считать, что мир виноват в нашем недостаточном успехе. Это же так удобно. Но психологи утверждают, что именно внешнее сравнение – это ловушка. Как заметила психотерапевт Ольга Данилина, человек с внутренним контролем осознает, что его жизнь неповторима, а у внешних же сразу находятся виновные. То есть привычка мерить себя другим весом приводит только к хроническому недовольству. Вот, например, ироничный пример из жизни, когда автор одного из исследований сидит с успешной подругой Юлей, и кажется, что все у нее просто в шоколаде. Но достаточно задаться вопросом, что я реально знаю о ней, как картина оказывается полной иллюзией, и мы видим только фасад. И тогда кажется, что она поднялась на ракетном топливе, а я нет. А ведь самое сильное в нас цепляет то, чего нам самому там не хватает.
Находиться в этом сознательном карантине сравнения значит постоянно поддерживать себе иллюзию, что вот-вот мы вырвемся вперед и станем кем-то другими, но мы забываем, что это зависть. Это просто тревожный сигнал о том, что нам чего-то не хватает. Даже психологи уверены, что синдром лузера – это излечимая болезнь, и нужно лишь перенаправить энергию бессмысленных вопросов «почему не у меня?» в понимание того, что нам действительно нужно. Теперь давайте перейдем к глубинным механизмам. Вообще, зачастую вот именно «я мог стать кем угодно» – это не только о честной оценке шансов, сколько о психологической защите. Мозг порой сам себя обманывает, чтобы избежать неприятных истин. Возьмем контрафактическое мышление. Термин это из психологии. Это склонность строить мысленные конструкции. А что если бы? Если бы только я там поступил иначе, такие если и только бы возникают, когда мы вспоминаем прошлое и придумаем альтернативные сценарии. В психологии это называется мысленное моделирование нереальных исходов. И да, это свойство нашего ума может как помочь, так и навредить. Часто такие фантазии приносят нам муки, сожаления и порой даже депрессию. Так почему же мозг сам себя так вводит в заблуждение? Ну, давайте вспомним классические психологические защиты. Одна из них – это фантазия. Если реальный мир кажется нам жестоким и бессмысленным, то мы откладываем его в сторону и живем в альтернативной его версии. Мастер защитных механизмов, он же Юрий Платонов, описывает, если трудно решить настоящий конфликт, воображается мнимая ситуация, которая фантазирующим человеком разрешается. Результатом психозащитного использования фантазии может быть жизнь в мире иллюзий. Иными словами, когда ситуация не нравится, мы ее просто меняем на воображаемую. Да, в фантазиях мы испытываем внутреннюю свободу от внешних ограничений. Например, вместо того, чтобы продолжать грызть себя вопросом «Ой, почему же у меня нет того же, что у нее?», то ум дает ответ. Вот бы я в то время переехал в другую страну, и все бы срослось. Так рождается параллельная история нашей жизни, в которой мы успешны, счастливы и круты. Но, увы, тот механизм работает лишь в наших головах, и чем дольше мы живем во второй реальности, тем плотнее сплетает нас паутина. Да, мы жалуемся, что я мог бы стать ученым, но пошел по другому пути, если бы родители, например, там не переехали, я бы учился в этой лучшей школе. Эти фантазии как пленка от прошлого. Она служит нам щитом, чтобы не чувствовать вины или страха за сейчас. Но она же скрывает реальную картину. Пока мы сосредоточены на «можно было бы», настоящий шанс уже будет упущен. Также знаменитый психолог Данциг писал, когда я верю в нечто, то все, что вступает с этим противоречие, отбрасывается, или не замечается. То есть вера в свою возможную судьбу становится своего рода молитвой, эго-считающим фильтром. А во главе угла тот самый заветный «кто я мог бы быть?», который действует как детектор опасности. Если кто-то смеет петь, а мы не успеем, то подсознание шепчет, мол, не дай бог прикажут танцевать. Теперь взглянем шире, что говорит наука и философия об этой иллюзии. Оказывается, ученые давно изучают нашу тягу к тому, что было бы, если бы. Например, был показан мощный эффект, когда человек фантазирует об этом альтернативном прошлом. Это называется мыслями «что было бы, если бы». Такие мысли часто связаны с завышенными ожиданиями и будущей нереальностью. Некоторые исследования говорят, что повышенное контрафактическое мышление зачастую ведет к депрессии. Мы же все равно не можем вернуться назад. К тому же нейробиологи отмечают, что мозг ищет закономерности. Думаю, я мог стать кем-то другим, и мы пытаемся обнаружить скрытый смысл наших всех неудач. Это все лишь когнитивные искажения и хитрость обработки информации. С научной точки зрения мы также можем вспомнить иллюзию контроля. Мы склонны верить, что мы могли бы влиять на непредсказуемые события. Ну и еще мультивселенную. Это идея, что во Вселенной существует бесконечно много параллельных миров. И если принять теорию Гью Эверетта о многомерной интерпретации квантовой механики, то где-то уже реализованы все наши «если бы». Где-то мы и программисты, и художники, и космонавты, но реальный поворот в том, что каждый из нас живет именно одной жизнью. И нет никакой гарантии, что в другой реальности я счастливый, я рок-звезда, а не безызвестный бард. Как писали классики, быть кем-то другим по сути невозможно, потому что мы – это мы. С религией и философией связано много похожих тем. Например, в буддизме мир часто называют иллюзией, то есть майей, и мы учимся не привязываться к образам себя и своих будущих «я». Христос говорил о смирении, не нам судить, кем мы должны были быть, ведь план Отца непостижим, вряд ли.
Бхагавадгита. Что? Бхагавадгита. В общем, вот он прямо затрагивает тему нереализованного потенциала. Но ее герой Арджуна на поле Курукшетра принимает свое место в Дхарме. Это как бы судьба воина. Хотя может мечтать быть кем-то другим. Даже древние стоики говорили: ты здесь, и теперь самое большое счастье — принять это. В любом случае, каждая культура учит нас обращать внимание не на утраченные возможности, а на то, что есть сейчас. И все же, последние данные физики дают пищу для завихрения сознания. Существуют гипотезы о том, что каждая принятая нами маленькая развилка порождает целый новый мир. Немецкий философ Лейбниц еще в 17 веке полагал, что бесконечное число альтернатив возможно, если не противоречит логике. То есть на каждом развороте жизни мог появиться еще один «я». Чертовски возбуждающая мысль. Возможно, где-то я и вправду стал космонавтом. Но вот головоломка. Если я — это кто угодно, то кто же я на самом деле? И может быть единственная цель всех «я мог бы» удержать нас от боли, признать, что ты уже тот человек, которым должен был стать, со всеми своими слабостями и страхами. Именно в этом наша реальная защита или проклятие. И тут самое время посмотреть на реальные истории. Подтверждают ли знаменитости, события, идею «я мог бы быть кем-то другим». В качестве примера возьмем уж, наверное, самый крайний случай. Это Адольфа Гитлера. Представьте, юноша мечтал стать художником, поступал в Венскую академию изящных искусств и получил отказ дважды. Как он сам потом написал в «Майн кампф», это было похоже на удар молнии среди ясного неба, ведь он был до глубины души убежден в своем таланте. Ну, не получилось с искусством, и он пошел в политику, и мир увидел другую сторону его амбиций. А теперь небольшой такой поворот трагический, ведь если бы его однажды приняли на учебу, может быть, мы говорили о нем как о талантливом художнике, а не как тиране. Но биограф Ульрих записал, что художник Гитлер во многом трансформировался в демагога. Ужасно думать, что если бы, но на самом деле мы не знаем всех деталей его голоса внутри. Возможно, отказ был не единственной причиной, а просто главное и ужасное. Вот вам другой пример. Один император Древнего Рима, Имарек Клавдий, считается сумасшедшим и глупым, но на самом деле он отличался рассудительностью. Если бы не политические интриги, он бы мог стать великим правителем, но судьба предопределила ему роль пешки. Есть и более поучительные, например, в рок-музыке легенда о Фредди Меркьюри. В детстве слышал в садике слова «какие же у тебя большие уши» и замкнулся, но в итоге стал вокалистом Queen, а не шахматистом. Да, можно сказать, он мог бы быть кем угодно, но стал тем, кем стал. Таких историй много. От человека, который хотел стать врачом, стал преступником, до спортсмена, который из-за травмы превратился в писателя. Да, судьба любит подбрасывать варианты, а наш мозг их начинает ловить и просто превращает в сон. А теперь главный поворот. Все это я мог бы стать кем угодно. Лишь догадки, фантазии и оправдания. На самом деле внутри нас живет всегда некий храбрый голос, который хочет верить в возможность изменений. Но этот голос защитник. Он шепчет: виноваты звезды, судьба, преподаватель рисования, плохая погода, но не ты сам. История Гитлера говорит нам о том, как разрушительно может быть такая вера, когда за ней стоят демоны. Ирония в том, что мы сами создаем этих демонов. Мы цепляемся за непроявленное «я», чтобы не признать сейчас свои страхи и уязвимости. Итак, и почему же мы все-таки верим в «я мог стать кем угодно»? Да потому что так проще жить. Отодвигая собственную ответственность и мечтая о другом «я», мы защищаемся от горечи осознания. Я мог бы сделать больше, но я ленив. Или тогда я боялся. Мы теряем себя в цепочке «если бы». И вместо того, чтобы признать «я» — это я, и если жизнь кажется мне недостаточно хорошей, то пока единственный выход — менять ее здесь и сейчас. Но пусть этот разговор останется именно с вами, как зрители. Пусть каждый задумается, а вдруг именно здесь, именно сейчас я тот, кем я должен быть. А все эти призраки альтернативных жизней — лишь плод моего ума? Но, может быть, это и хорошо, что мир не дал нам все сразу, ведь, вероятно, в других реальностях существуют другие наши воплощения, и, возможно, они страдают не меньше нас. Ну, в конце концов, мы все люди, и в наших темных уголках души живут одинаковые «что если». Также поделитесь этим видео, если вы чувствуете, что где-то упорно шепчете себе, что я мог бы стать кем-то другим, ведь
В этом признании есть одно утешение. Мы не одни со своими страхами и иллюзиями, а значит, пока мы обсуждаем это откровенно, каждый из нас не лузер, а простой человек, который ищет ответы в мраке, и, может быть, стоит отложить свои фантазии о кем угодно и попробовать стать лучше тем, кто уже есть. Иначе толку от этих всех альтернативных «я». Спасибо, что досмотрели это видео до конца, это очень помогает в продвижении, как и ваши лайки, подписки и то, что вы делитесь с друзьями. А с вами был Сыч, увидимся в следующем видео, всем удачи и всем пока.